Шутер от третьего лица в альтернативной вселенной, научно-фантастическом сеттинге с элементами метроидвания. Есть подфракция Империи, это красная фракция. Во-первых, ее пронизывают луч, исходящий из пещеры этого артефакта, а вы попадаете во временную петлю. Дальше по локации за эту неделю ничего не сделал. Дальше здесь поменял я систему прицеливания, как и у Mass Effect Andromeda. Да, также сделал перезарядку. Он сделал режимы точки, куда он перемещается. Поведение. Сначала у нас идет find, ищем мы маркетинг. Главный маркетинг это у меня YouTube канал, Reddit. Так, виш-листы общие, виш-листов 16832. Этот, как называется, Twitter. Сегодня, 1 июня 2025 года, очередной дневник разработчика, отчет за неделю, остается воскресенье. Остается 13 недель до выхода игры 3 сентября 2025 года. Так, об игре. Шутер от третьего лица в альтернативной вселенной, научно-фантастическом сеттинге с элементами метроидвания. Главный герой оказывается в петле времени. На планете Нибиру ваша задача разорвать временную петлю, разгадав тайны заговора, пройти всевозможные концовки и улететь с планеты. Да, сюжет разворачивается в альтернативной вселенной. Смысл в чем, если кратко? Планета, есть три основные фракции. Это Золотые Империя, Зеленая Конфедерация Свободных Колонистов и Синяя Федерация, тоже Федерация Свободных Планет. Ну вот эти все три федерации присутствуют на этой планете. Есть подфракция Империи, это красная фракция, в нее входят шахтеры, рабочие и так далее, которые занимаются добычей ресурсов на этой планете. Также здесь присутствует фракция Синих Федерация, которая занимается научными исследованиями, и лаборатория у них здесь находится. И также присутствует фракция Зеленых, это колонисты, фермеры и прочие свободные жители, которые присутствуют на всех планетах, которые в основном занимаются фермерством и так далее. Вот, три эти фракции постоянно между собой перманентно находятся в состоянии войны, но вот пока это было перемирие. Вы играете за персонажа девушку, которую вызвали, ну вот как раз в этой лаборатории синих, которая определенный период времени происходит пересменка, и вот ее там вызвали, наняли для обеспечения связи на этом объекте. И вот игра начинается с того, что они летят на планету Нибиру при подлете к самой лаборатории. Во-первых, ее пронизывают луч, исходящий из пещеры, и дальше на них нападают, подбивают их фракция красных, и они терпят крушение. Ну, я уже говорил, стартовой позиции им примерно здесь, отсюда уже начинается игра. Ну и суть игры – это как бы выбраться с этой планеты, потому что на этой планете начинается гражданская война, во-первых, красных между зелеными, плюс красные хотят уничтожить и захватить артефакт, который следует синие. В принципе, это все так было и задумано, этот весь конфликт. И плюс каждые 25-30 минут реального времени происходит коллапс, и планета взрывается. Но так как у вас случайно пронзил вот этот луч, который примерно будет исходить отсюда, из этого артефакта, вы попадаете во временную петлю. И с каждой смертью вы снова перерождаетесь. Ну, еще смысл, что нужно будет в любом случае пройти за каждую из трех фракций, получить от них уникальные знания, которые позволят вам завершить миссию и убраться с этой планеты. Вот приблизительно такой сюжет. Дальше по локации за эту неделю ничего не сделал. Тут все осталось, в принципе, по-прежнему. Базовые ассеты, которые были, все остается так же, кроме NPC, которые я покидал, но там мелкие изменения, которые уже были. Вот эта пещера. По уровню ничего не делал.
Дальше. Дальше по коду. Начинаем. Что я сделал? Первое, это главный наш персонаж. Ну, изменил здесь экипировку. Сейчас раньше было 2 винтовки, сейчас 1 винтовка, и в одно время можно носить 1 винтовку, 1 пистолет. Дальше я здесь добавлю пистолет, чтобы спавнился, и переключение. Дальше здесь поменял я систему прицеливания, как в Mass Effect Andromeda. Так, приседание, смерть, падение. Да, вот сделал, чтобы во время прыжка камера отдалялась, как в Mass Effect Andromeda. Это удобно, потому что в обычном режиме камера слишком близко, не видно, куда ты прыгаешь. Дальше Change Weapon, смена оружия, но пока здесь ничего не меняется, потому что у меня нету пистолета. Будет пистолет, поменяю. Дальше режим без оружия. Ты нажимаешь double, не double, просто V нажимаешь, и у тебя скрывается оружие и меняется вид камеры. Ну, в принципе. Вот винтовка, нажимаю на V, он возвращается, и камера изменяется при нажатии. И при прыжке вот отдаляется камера. Также приближение есть. Увеличение, приближение. И вот без оружия. И тут анимацию надо будет еще поменять. И так далее. Да, также сделал перезарядку. Перезарядку. Так, ну вот это пока не доделана смена оружия. Так, ну и перезарядка. Вот. Weapon Base. Вот, я разделил на 2 для игрока и для NPC. И отдельно для NPC. И вот у нас система перезарядки. Так, вот он ивент этот. В принципе, наверное, тут все. То есть сделал перезарядку, смена режима. Дальше что я сделал? Дальше искусственный интеллект поднастроил. Искусственный интеллект. Так, искусственный интеллект. Вот сделал режимы точки, куда он перемещается. И вот он следует за мной. Так. Так, искусственный интеллект. Так, это я все уже показывал. Enemy. Так, продолжаю. Искусственный интеллект. Database. Так, сделал интерфейс для смены скорости персонажа. Вот виды скорости. Вот интерфейс. Так, дальше. Декоратора нет у меня. Вот делал EQS, а это как раз определение, чтобы заносилась переменная, кого мы атакуем. Вот здесь не работает и контроллер, NPC, атак, fall. Так, это надо будет переделать. Так, дальше find location, просто по кругу. И вот еще сделал еще одну по кругу с изменениями от 250 до 750. Так. Ну, это обычно тестовый SQR-PAL. Так, NPC-шки были, сервис, ну, тут чуть поменял, в принципе, что передавал lost target и для... Так, таски. Так, старая таска стрельбы.
Task of Focus, это как раз Targets, чтобы он фокусировался все время на противнике. И вот изменение скорости. Сюда передается state и меняется скорость персонажа. Ну, это про команду здесь уже было. Так, вот дерево поведения. Сначала у нас идет find, ищем мы, ну не player, здесь ищем мы врага, потому что NPC будет нападать тоже на NPC. Дальше он проверяет, если как раз враг, вот атака таргет. Если есть, он переводит на скорость джогинг, по-моему, 300 скорость, потом фокусирование, потом он ищет точку вокруг персонажа, ну, создает точки, то есть вокруг персонажа. Дальше он стреляет по нему, потом ждет, потом переходит в точку, которую он нашел. И если он теряет персонажа, то есть если этот fall, то он переходит в режим run, и если он не находит, тут тоже наверное, можно сюда переместить. Если он не находит человечка, он бежит в последнюю точку, где он его видел. В принципе, все так. Так, ну и в этой должен быть переменная, да? Enemy, get enemy, как cards. Нет, здесь переменной нет. Так, а где же я создал movement speed? Вот он. NPC base это вот как раз изменение скорости window, walk 100, 300, 600. И вот изменение максимальной скорости. Так, здесь у нас ничего особо не изменилось. Вроде бы как изменение. Так что на этом все. Дальше у нас маркетинг. Главный маркетинг это у меня YouTube канал. Смотрим аналитику. 27 подписчиков было, 25. За 7 дней очень мало просмотров. 2 шортса, которые набрали очень мало. Очень печально. Зато 2 подписчика, получается, добавилось. Так, дальше Reddit. 42 пост карма, 28 комментов. Вот я сделал гивочку. Ну, как вы видите, по гивочке ни хрена никому не зашло. Только один человек ставил комменты, еще видосы выкладывал. Но толку от этого почти никакого. Дальше даже в DTF выложил. Но тут прикольно, что даже один человек сказал, что добавит мою игру в виш-лист. Добавил список желаемых. Так, трафик. Ну, это за счет того, что я покупал виш-листы. Вот тут в сумме где-то 3000 перешло. Ну, видите, коэффициент большой, потому что это купленные переходы. Так, виш-листы, общий виш-листов 16832. За неделю пришло 3000 и отписалось 82. Так, вот страница в Steam. 791 было, там 780 чем-то. Ну, мало прибавилось. И добавил сюда гифку. Думал, что это что-то изменит, но ничего. И забыл я в прошлый раз говорить, что у меня есть еще этот, как называется, Twitter. Тут 3 фолловера. Вот, добавил гифку. Вот, и вот тут видео всякие я выкладывал. Так, ну вот на этом, наверное, маркетинг мой и все. Закончился. Всем спасибо. Подписывайтесь. Пока.